Hi and welcome back to my channel. Меня зовут Кирилл, и в сегодняшнем видео вы научитесь, как по-английски говорить «придираться». Не придирайся. Пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает мой канал здесь, на YouTube, кто подписывается на мой платный Instagram-канал. Мой хендл для Инстаграма Kirells_English. Также у меня есть Telegram-канал, тот же хендл Kirells_English. Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, как сказать? Да не придирайся ты, что ты придираешься? Очень много комментариев мне пишут, где люди придираются. Стоит мне сделать какую-то маленькую опечатку, которая не меняет ни смысла, которую даже можно пропустить. То есть люди меня прекрасно понимают, но вот хочется им в человеческом нутре есть такое качество. Нам понадобится глагол nitpick. Мы его с вами разберем, он состоит из двух частей. В обиход он начал входить во второй половине прошлого века. Буквально вот сейчас возвращался из библиотеки, слышал, два человека разговаривают, и один из них сказал I'm not nitpicking, or что-то было в этом роде, и я думаю, прекрасно, запишем видео на эту тему. Итак, глагол nitpick состоит из двух частей. Можно писать через дефис, обычно пишут в одно слово. Nit — это гниды, то есть это яйца вшей, и pick — это когда вы выбираете что-то. То есть дословно вы какие-то мелочи, к мелочам придираетесь. Если вы посмотрите определение этого слова в словаре, то там будут фигурировать такие слова, как criticize, критиковать, criticize small detail, unimportant or insignificant errors. Маленькие какие-то ошибки, которые, совершенно незачем критиковать, это не является важным, это такое тривиальные какие-то вещи. Nitpick — это глагол, nitpicking — это герундий, то есть это глагольное существительное, что, и вы можете глагол спрягать по разным временам. Nitpicked, то есть получается глагол будет у нас с вами правильный, мы просто к нему окончание «ed» будем добавлять, вот так вы его используете в речи. Сам глагол относится к casual стилю, то есть старайтесь, если это неуместно, если того не требует тон, контекст, не используйте это слово, оно довольно-таки фамильярное, с друзьями, с хорошими знакомыми, на работе где-нибудь, by the water cooler, be my guest. Но смотрите по ситуации. Как говорится, read the air. Давайте посмотрим на примеры предложений. Очень часто глагол nitpick фигурирует во фразе «да прекрати ты придираться». Чё ты придираешься? Stop nitpicking. Как раз вот это русское, да что ты придираешься? Вопрос совершенно по-другому можно вырастить в английском языке через stop. И помним, что после stop у нас используется Пал Палыч герундий nitpicking. Stop nitpicking. Stop nitpicking. You know exactly what I mean. Прекрати придираться. Что ты придираешься? Ты прекрасно меня понял. Для следующего примера мне нужно будет вам описать контекст. Представьте, что вы сходили в кино, посмотрели фильм, и ваш товарищ начинает придираться. То там не то освещение было, то в одном кадре, значит, у главного героя у нас была красная кепка, в другом кадре буквально 3 секунды прошло, у него зеленая кепка. И на это вы можете сказать Stop nitpicking. It was a good movie overall. Чё ты придираешься? В целом, кино-то было интересное. Stop nitpicking. В конце видео я расскажу, как произносить этот глагол правильно. Следующая ситуация. Допустим, вы пошли в ресторан, вкусно очень покушали, и по дороге люди начинают придираться. Говорить, что там вот меню было написано не тем шрифтом, кегель там не тот, краска там не та, принтер у них не струйный, матричный какой-то, не лазерный. И вы на это можете сказать Stop nitpicking. The food was delicious. Stop nitpicking. The food was delicious. Я думаю, тут переводить не надо, и ежику понятно. Следующий контекст. Допустим, презентация была, правильно? Человек ответил, сидит приемная комиссия, там какие-то учителя, мы знаем таких учителей, все они у нас были. Сидят и, значит, обсуждают, и кто-то говорит, например, вот там что-то шрифт какой-то не такой, переходы между слайдами тоже были не те, может быть, как-то можно было это увеличить или еще что-нибудь сделать. И на это кто-то может сказать следующее. Let's not nitpick on the small details. Обратите внимание на предлог. Давайте не будем заострять внимание на неважных мелочах. То есть давайте не будем придираться к мелочам. Допустим, вы решили поехать куда-то в отпуск, и вам нужно сейчас выбрать отель. Вы смотрите фотографии с кем-то, и вот этот кем-то начинает придираться, он смотрит на дверные ручки, на рамы, говорит, что там будет все не так, это мне не нравится, сюда мне это не подходит, тут вот все не так, как мне нужно. И
Вы пытаетесь вообще выбрать гостиницу из всего огромного выбора, который у вас есть, и вы можете ответить этому человеку следующее. Can we focus on the big picture and not nitpick on every small detail? Кстати, здесь не обязательно ставить on, то есть вы можете сказать and not nitpick every small detail. То есть в речи допускается on использовать, допускается on не использовать. То есть так вы просите человека, слушай, давай не придираться, а в целом найдем гостиницу, то есть каждой мелочи давай не будем придираться. А big picture — это когда мы смотрим на что-то в целом без вот этих вот отдельных каких-то моментов, не углубляясь в детали. Также обратите внимание, что когда по-русски мы говорим «хватит», «прекрати», «а давайте», в английском языке очень часто вы можете начать свой вопрос «can we focus?» ба-ба-ба-ба-ба. Если вам не нравится, что человек говорит, то есть не выражать это как по-русски в приказном тоне, в повелительном наклонении и не использовать let's, например, да, а использовать нейтральную конструкцию can. Также я напоминаю, что слово focus произносится через дифтонг o и в конце через шва-звук focus. Я знаю, очень многие произносят это слово неправильно, там появляется, прости господи, фокус и фокус, и чего только нет. Focus. Допустим, вы прочитали какую-то книгу, сидите с товарищем, товарищ говорит, ну как-то тут что-то не сходится, ну вот что-то вот здесь надо вот так, а здесь грамматика какая-то не та, и начинает придираться к грамматике, и вы говорите этому человеку. Nitpicking grammar won't change how good the story is. Твои придирки к грамматике не изменят ситуации, что эта книга замечательна. То есть не надо придираться к грамматике. Книга замечательная, все, оставим ее в покое. Также очень часто есть паттерн, когда мы используем глагол nitpick в начале предложения, когда хотим что-то сказать человеку, и нам кажется, что человек подумает, что мы придираемся, а мы не придираемся. Может быть, даже если и придираемся, ну, вы же понимаете, главное сказать. Вы извините, но я скажу. Так вот, звучит эта фраза следующим образом. Not to nitpick. И после этого у вас будет запятая ставиться и союз but. Not to nitpick, but... И там вы будете говорить что-то малоприятное. Например, вам говорит человек, который proofread your essay. Not to nitpick, but there's a small typo in the second paragraph of your essay. Я не придираюсь, ни в коем случае не подумайте, у вас небольшая опечатка есть во втором параграфе вашего сочинения. Сочинение, кстати, слово essay очень многие произносят essay, ударение на первый слог. Essay. И очень часто с артиклем, когда мы это слово соединяем, получается an essay. Помните, все слова в английском языке в речи или когда вы читаете, соединяются как вагоны поездов. Подробнее об этом у меня в плейлисте «Американское произношение». Следующая ситуация. Представьте, что после презентации один из членов комиссии, ключевое слово членов, говорит следующее. Not to nitpick, but I noticed the font size on a few slides could be slightly larger for better readability. Я это тут ни в коем случае не придирайтесь, не подумайте, но я заметил там вот на некоторых слайдах немножко шрифт можно было чуть-чуть побольше сделать, чтобы читабельность была лучше. Ну и вы говорите stop nitpicking, хватит гнит перебирать. Кстати, есть совершенно другое выражение, to pick nits, это тоже такое выражение есть, об этом в English, пожалуйста, кому интересно, в этом видео про nitpick глагол. Теперь как-то все произносить. Краткий звук и без улыбки. У нас есть русский звук и, как keys, например, или read. Здесь он краткий и. Если вы в Калифорнии обитаете, калифорнийцы, особенно на юге, ну и на севере, кстати, тоже любят говорить, они любят говорить прямо на границе со звуком то есть там будет то есть вы знаете, они ben произносят ben, поэтому здесь будет nitpick или nitpick. То есть вы можете поиграть вот с этой градацией, кому как больше нравится. Если вы вообще в Америке не живете, вам это нафиг не надо, вы, главное, узнавайте это на слух, если вы смотрите американские сериалы и фильмы. Nitpick. И теперь смотрите, так как у нас в середине два звука т и п. Т это у нас получается альвеолярный звук, п он у нас плазов, он у нас губной. Трудно эти звуки произносить отчетливо и вместе соединять. Поэтому мы делаем stop T. То есть, что такое stop T? Опять же, мы резко останавливаемся, нет. То есть, без придыхания, т, вот этот вот, этот эротический выдох мы не делаем. Держим в себе. Nitpick. И сразу переходите на звук п. Nitpick. Nitpick. Or nitpicking.
Потренируйтесь у зеркала, а лучше запишите себя на телефон и удивитесь. Я желаю всем отличных выходных. Пока. The news glomming on to some small nitpick. This nitpick and say, okay, well, this individual. We'll use sort of a pseudo-scientific approach to nitpick things to death. Big, and I did not get much of any blowback at the time, except for this one little kind of nitpick I got in the comment. The idea that you're nitpicking a statement that Now, it looks like I'm nitpicking, which I guess I kind of am. Nitpicking in relationships. Gareth's nitpicking that we talked about earlier. I'm not just nitpicking like little teeny tiny words. I could keep nitpicking this little stuff all day, but Not to nitpick, but also nitpicking. I'm not going to nitpick that for now, so.